Должно ли искусство быть понятным? Да, но лишь для тех, кому оно адресовано. Станислав Ежелец. Данила Бугров. Как это погружение вложить в голову покупателю таких художественных работ? Как убедить потребителя приобрести твои работы? Ведь ты вложил столько труда и даже душу. Как? Ведь художнику нужны средства, чтобы на что-то жить и чем-то дальше творить. Тот же Михаил Врубель. Были моменты, да, в общем-то, может быть, они и повлияли, все эти моменты, на то, что он так рано ушел, по-моему, в 53 года. А моменты такие, что депрессия накрывала, потому что, как он говорил, никому это не нужно, то, что я делаю. Мне на днях Борис Бобров, который у меня участвовал на классе в Италии, в Риме, показал видео, где конвейер движется, и художник, что-то там, какие-то ляпы на конвейер. Произведение так создается. Но да, вот котиков нарисуй или на конвейер пусти то, что нужно, и все будет в ажуре. Я имею в виду то, что нужно большинству людей. А вот как быть с творчеством, которое понятно тем, кому адресовано, надо как-то умудряться, видимо. Часть времени делать на продажу котиков, а часть для Вселенной, для вечности. Ну а какой путь еще? Мане, Клод Мане сказал, известная фраза, когда к нему пришел парень и с просьбой учиться, хочу у вас учиться, он сказал, а деньги у тебя есть? В том смысле, что есть у тебя на что жить, чтобы заниматься творчеством. Это риск, большой риск. И занятие творческой живописью для сильных. Ну, сколько Ван Гог продал за свою жизнь работу сам? 15, что ли? Что-то очень мало. Что скажете, друзья? У меня нет никакого ответа, кроме того, что надо рисковать и показывать то, что ты делаешь. Другого способа я не знаю. Вот я сейчас буду показывать работы в Манеже на большой международной выставке Art Space, к которой готовлюсь. Она будет в конце этого месяца. По-моему, 28 мая я сообщу. Дорогущая аренда. Ну, понимаете, да? Манеж. 12 метров. Я взял бокс. Посмотрим, чем это обернется. Я рискую. Глория, а какие даты примерные в октябре? Я в октябре собираюсь опять съездить в Рим, в Италию. И еще хочу прицепить какое-то место. Я сейчас веду беседы, обсуждаем места, локации. Я вам сообщу немного позже. Но я ориентируюсь на середину октября, это Рим. В любом случае вы пишите мне, я создам группу. Уже есть желающие, так что в WhatsApp мы будем с вами группироваться. Татьяна Филиппова, арт. Добрый день, Вячеслав. Мы с вами как-то познакомились на выставке. Здравствуйте, Татьяна. Я художник-пейзажист. Очень хочется с такой командой съездить на пленэр. Расскажите, пожалуйста, как это можно сделать. Имеется в виду команда импрессионистов Бато, Лохматова. Ну, я, право, не знаю, как это сделать, честно. Все как-то объединяются, кому с кем нравится, приятно, по человеческим качествам. Так что объединяйтесь с тем, кому вам интересно. Пишите письма организаторам. То видео с пленэром, под которым вы оставили комментарий, пленэр был в Нерехте, его организовывал Андрей Захаров. Дина, если возможно, выпустите живой урок прямо с места по акварели для новичков, городской пейзаж, основные приемы. Запись несложного этюда с комментариями. Да, я это сделаю, и у меня много сейчас материалов, по которым я буду готовить уроки, курсы. И ближайший курс будет уже я его сделал, живописи цветения. Я писал в Никитском ботаническом саду, как расцвели персики. Это розовые такие, удивительные. И я вам совершенно очень скоро сообщу о старте этого курса. И там будет и акварель, и масло. Мария Малютина только вчера была на гарде, а сегодня наткнулась на видео.
А где вы преподаете, в Италии или в России? Да везде, где меня ждут. Меня приглашают, приглашайте, и рассмотрим любые локации, которые удобны для большинства, европейские, мне ближе или в России. До Италии был класс в плюсе, я собираюсь сделать по Золотому кольцу в России, в каких-то городах интересных класс. Так что работа идет, и классы будут. Заглядывайте иногда на сайт, я выкладываю там информацию, либо сообщаю в соцсетях, и там, где появляются мои видео, на Дзене, ВКонтакте, на Ютубе, в Фейсбуке. Александр Липовский. Похоже, Айвазовский был туповат и не ездил за пейзажами из Крыма в Плес. Просто не изображал, что плоский пейзаж лучше моря и гор, от обшарпанных улочек и подавно глаз не оторвать. Может быть, Александр, уж не знаю ничего про Айвазовского. Мне нравятся и обшарпанные улицы, и какие-то перепады высот. Ну, старинные улочки прям российские я сильно люблю. И писать, и бывать там. И море люблю, да все люблю. И современные какие-то места, где лодочки всякие там плещутся на маринах. И людей писать люблю. И не только обнаженных. Портреты сильно люблю писать. Да. Про Айвазовского расскажите, граждане, товарищи дорогие, а то, может быть, он и вовсе не был туповат, как уважаемые. Ну вот. Ирина Власова. Влюбляюсь в вашу живопись. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, чем рисовать контур, чтобы не растекалось? Чтобы не растекалось, но если речь об акварели, можно его вообще не рисовать. Врубель говорил, что в природе нет контуров. Но мы их придумываем, да, как декоративный элемент в живописи. Ну и чтобы не растекалось, да. Ну, можно взять акварельные карандаши, например. Либо просто графитовый карандаш, а потом уже его обводить аккуратненько. Если маслом, есть масляные маркеры, например. Там шарик внутри. И прям маркером обводите, а потом раскрашиваете. Оксана Заика. Бато молодец, он пробует донести для всех, что бояться нельзя. А вдруг не получится? Вот и пробует нам показать, что это легко, и включать голову не надо, а только сердцем писать. Именно ощущениями. Хорошо его понимаю. Тоже хочу показать, что искусство – это ощущения, а не четкие правила, как в математике. Но, тем не менее, Оксана, у Бато, ну и вообще у мастеров такого уровня, рисунок всегда в голове. И включать голову не надо, вы пишете. Включать голову надо на том этапе, когда ты строишь все. А потом включаются эмоции. Ну, трудно уследить, какое полушарие там более активно, когда ты пишешь ощущения. Но рисунок-то держать надо, иначе ты пронесешь мазок этот мимо точки, в которую он должен попасть. Ну, как ложку вы берете, ложку и борщ, а мимо рта проносите, тогда нельзя будет насытиться. Вандеринг часовня в тоне светлее неба в реалии. Самообман на холсте. А Жош ему пишет комментарий: вот мы сами себя и обманываем, придумываем, изобретаем свое, обманываем себя и зрителя, восхищаемся этим обманом. А как же? Зачем писать тональными отношениями, тем более цветовыми? Это тем более отстой классики импрессионизма. Может быть, и в тоне часовня светлее, чем небо. Но мы же свободны от того, что диктует природа, натура. Мы придумываем и творим лучше, чем возвышеннее, чем природа сотворила, или Господь Бог. Мы выше этого и не смотрим на натуру, не видим то, что рисуем, и не рисуем то, что видим. Да, много мыслей у граждан, господ Вандеринг и Джордж. Я сам запутался уже. Так вообще, что мы делаем, уважаемые друзья? Мы создаем что-то, новую реальность,
Или мы списываем, срисовываем то, что видим. Давайте разбираться в этом. Я 100 раз говорил, вот тишина вокруг сейчас. Ну, птички поют, кто-то там пилой пилит. Это все, что есть. Однако музыкант садится и нажимает какие-то странные белые и черные штучки, и исходит музыка из ничего. Это вот как? Вот он творит сейчас, или он имитирует звук пилы или птичек? Может, что-то еще есть, кроме того, о чем вы перечислили? Мы произносим какие-то слова, а поэт из этого слагает такие строки, что захватывает все вокруг, мозги. Художник в тот момент, когда он работает, через него, на его острие кисточки, пламя, сила, энергия Создателя, если хотите. Ибо ничто не происходит без его воли. Тем более это произведение искусства создается какое-то. Мы сами создаем, обманываем, придумываем. Но попробуйте не создавать, не изобретать, не обманывать. Что получится? Вы просто спишите сюжет, как он есть, и все. Но если вам этого достаточно, да ради Бога, пишите как хотите. Вы предлагаете потешаться над теми, кто импровизирует, создает, творит, удивляет. Потому что это прям вот в лоб не похоже на тот пейзаж, там, я не знаю, портрет, который вы видите. Или вы предлагаете что-то другое. Я никак не могу понять. Известно, что масса художников, целая масса, начиная с Рембрандта, может быть, и раньше, были не поняты, которые в нищете умерли. Потом разобрались с течением времени люди, что это шедевры. Но сначала нет. Часовня в тоне светлее неба в реалии. Да. Ну, да. Но все меняется в природе, это известный факт. И моя задача, когда я пишу, найти в какой-то момент это разделение между там, часовней и небом, чтобы не было слияния. Ни в тоне, ни в цвете. Вот я его нахожу, это разделение, и фиксирую. Кто пишет на натуре, меня очень хорошо понимает. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Это важно. И на Бусти я выложил новое видео о моем походе в Ватикан, в музей Ватикана. Мастер-класс в Риме закончился. Сегодня мы идем в музей Ватикана. Ну, а потом продолжим работать, вдохновившись фресками Микеланджело. Подписывайтесь на этот ресурс, и вы сможете посмотреть не только это видео. Очень много. Каждый день я выкладываю что-то интересное. Ну, как и работаю. Над мотивами, над набросками. До встречи. Пока.